Привет, друзья! Подошел по времени обеденный выпуск новостей Европы. Сегодня в Германии за ее пределами сразу несколько громких решений. Европейская комиссия признала, нагрузка на Германию по приему переселенцев достигла предела. Берлин может временно приостановить участие в перераспределении мигрантов между странами Европейского Союза. Это шаг, который вызывает споры. Тем временем Соединенные Штаты Америки набирают обороты торговое противостояние. Вашингтон готовится повысить пошлины на итальянскую пасту почти вдвое. Казалось бы, далеко от Германии, но это ощутимо скажется и на европейских рынках. В самой Германии промышленность говорит о тревожных тенденциях, предприятия теряют позиции из-за высоких цен на энергию и растущей бюрократии. Политики обещают меры, но хватит ли их, чтобы изменить ситуацию? А еще неожиданно хорошие новости. Внутренний туризм в Германии растет. Немцы все чаще отдыхают у себя в Германии. И напоследок спор в правящей партии о гражданском пособии Бюргергельд. Молодежное крыло социал-демократической партии Германии с ДПГ требует смягчить реформу, считая, что она несправедлива к получателям помощи. Все эти новости последнего часа я разберу буквально за несколько минут. Итак, сегодня на повестке дня важное решение по миграции в Европе. Германия официально признана Европейской комиссией одним из государств-членов с высоким уровнем нагрузки по принятию переселенцев. По итогам анализа, подготовленной комиссией во главе с комиссаром Магнусом Брюннером, Германия может до конца, внимания, 2026 года быть освобождена от обязательства принимать новых мигрантов от других европейских стран. В отчете отмечено, что Германия уже приняла значительное число заявителей, которые по правилам могли бы быть приняты другими странами. Это позволит Берлину требовать освобождения от дальнейшего перераспределения в рамках механизма солидарности. Одновременно комиссией были выделены страны с очень высоким давлением, такие как Греция, Кипр, Испания и Италия. Они теперь имеют право на перераспределение заявителей или получение финансовой и материальной помощи от других стран. Для Германии это означает снижение давления по вопросам приема новых переселенцев и перераспределения, однако этот шаг также подчеркивает, вечного исключения не будет. Требуется готовность к реформам и укреплению внутренних механизмов обработки этих заявлений. Государства, которые приняли больше всех, получают отсрочку, но и обязаны готовиться к новым правилам. Следующая новость одна из самых важных. Она отражает усилия торговых разногласий при администрации Дональда Трампа. Сегодня в международной торговле назревает дипломатический спор. Соединенные Штаты Америки собираются, внимание, ввести дополнительные пошлины в размере до 107% на импорт итальянской пасты. По данным расследования Министерства торговли Соединенных Штатов Америки, итальянские компании обвиняются в продаже своих продуктов на американском рынке по ценам существенно ниже европейского уровня, что классифицируется как демпинг. В ответ Вашингтон намерен значительно повысить импортные барьеры, и уже к существующим 15% ввозным пошлинам будет добавлен антидемпинговый сбор в размере 92%, что и приведет к итоговой ставке около 107%. Для Италии, где паста считается не просто товаром, а частью национальной культуры, это решение стало серьезным испытанием для экспортного сектора. Итальянские производители предупреждают, такие пошлины фактически сделают бизнес на американском рынке экономически невыгодным, и ряд предприятий рассматривает возможность покинуть рынок Соединенных Штатов Америки как вынужденную меру. Со своей стороны в Вашингтоне подчеркивает, что эта мера направлена на защиту именно американских производителей и справедливую торговлю. Однако ситуация осложняется тем, что итальянский рынок занимает примерно 12% доли экспорта пасты в Соединенные Штаты Америки. Известный экспортный товар может уже в ближайшем будущем исчезнуть с полок американских супермаркетов, а цены на оставшуюся продукцию значительно вырастут. Предстоящие недели обещают стать решающими в этом необычном торговом противостоянии. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. В Германии растет обеспокоенность в промышленности. Новый отчет Института экономических исследований показал, внимание, более трети немецких компаний признали, что их конкурентоспособность падает. Это худший показатель за все время наблюдений. Все чаще предприятия Германии уступают позициями именно иностранным конкурентам. Особенно тяжелая ситуация складывается в энергетически зависимых отраслях. В
В химической промышленности ухудшение отмечают больше половины компаний, в производстве электроники почти половина, а в машиностроении около 40%. Эксперты предупреждают, проблемы не в отдельных ошибках, а в системных трудностях. Дорогая энергия, нехватка квалифицированных кадров и бюрократия. Министр экономики Германии Катарина Райхе отметила, что ситуация очень непростая и стране необходима программа ускоренной модернизации. По ее словам, только инвестиции, инновации и снижение издержек смогут вернуть немецкую промышленность в лидеры Европы. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии зафиксирован туристический рекорд. Немцы стали путешествовать по своей стране чаще, чем когда-либо прежде. За 9 месяцев этого года в гостиницах, домах отдыха и кемпингах Германии зарегистрировано, внимание, почти 388 миллионов ночевок. Это больше, чем в прошлом году. Жители Германии все чаще выбирают отдых внутри страны на побережье Балтийского моря, в городах Баварии или в исторических городах вроде Дрездена. Количество ночевок немецких путешественников возросло на 0,6%, тогда как число иностранных гостей немного снизилось. Эксперты объясняют это тем, что поездки по Германии стали удобнее и безопаснее, а цены в отелях и на транспорте, наоборот, снизились. Власти отмечают, рост внутреннего туризма помогает экономике, создает новые рабочие места и делает страну менее зависимой от иностранных туристов. И это только начало. В Соединенных Штатах Америки растет обсуждение условий работы авиадиспетчеров. Из-за частичной приостановки федерального бюджета тысячи сотрудников службы управления воздушным движением остались без зарплаты. Однако президент Дональд Трамп потребовал, чтобы они продолжали выходить на смены, даже без оплаты, заявив, что безопасность страны стоит выше временных неудобств. По данным американских СМИ, особенно тяжелая ситуация сложилась в аэропорту Атланты, крупнейшем авиаузле страны. Там уже зафиксированы массовые переработки и первые случаи отказа от дежурства. Похожая обстановка наблюдается и в аэропортах Чикаго и Нью-Йорка, где часть рейсов пришлось отменить из-за нехватки персонала. Трамп пообещал, что тем, кто останется на посту, позже выплатят премии, но профсоюзы авиаработников заявляют, что на фоне инфляции и растущих цен на жилье люди просто не могут работать бесплатно. Ситуация может стать предметом обсуждения на общенациональном уровне. В Соединенных Штатах Америки, напомню, ежедневно выполняется свыше 40 тысяч рейсов, и даже небольшие сбои вызывают серьезные трудности в расписании. Пока переговоры между Белым домом и Конгрессом о восстановлении финансирования не дали результата. А дальше еще интереснее. В Германии разгорелась дискуссия внутри правящей партии социал-демократов. Глава молодежного крыла партии СДПГ Филипп Турмер потребовал от руководства партии остановить реформу системы социальной помощи, известную как гражданское пособие Бюргергельд. По словам Турмера, новая реформа предусматривает слишком строгие меры. Получатели пособий могут лишаться выплат за малейшее нарушение правил, что, по мнению молодежного крыла, просто несправедливо. Он подчеркнул, что вместо санкций людям нужно помогать быстрее находить работу и поддерживать их в трудные периоды. Цитата. «Не может быть так, что человек теряет пособие только потому, что не ответил на 4-е уведомление из службы занятости», заявил Турмер. Руководство Германии утверждает, что реформа необходима для стимулирования занятости и повышения ответственности среди получателей социальной помощи. Конфликт внутри партии уже вызывает широкий резонанс, если противоречия между руководством и молодежным крылом не будут урегулированы. Это может ослабить позицию социал-демократов в правящей коалиции и замедлить или изменить саму реформу. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.